Представьте, что ваши сбережения растворяются словно песок сквозь пальцы, а мир финансов превратился в гигантские песочные часы, где время отсчитывает не минуты, а триллионы долларов. Февраль 2025. Момент, когда золото, древний символ власти и бессмертия, взорвало все рекорды, достигнув цены в 2900 с лишним доллара за унцию. Но за этим ослепительным блеском скрывается трещина, раскалывающая глобальную экономику. Легендарный Форт Нокс, хранилище 147,3 миллионов унций золота, оказался в эпицентре скандала, который заставляет содрогнуться даже самых опытных инвесторов. Почему именно сейчас, когда доллар дрожит от инфляции в 2,9%, а Федеральная резервная система откладывает снижение ставок, золото стало единственным якорем? Почему администрация Дональда Трампа, введя 25% тарифов на импорт из Канады и Мексики и 10% на товары из Китая, разожгла пожар, из которого инвесторы бегут в объятия холодного металла? Ответ кроется не только в цифрах, но и в человеческой психологии. Золото — это не просто актив. Это последний оплот стабильности в мире, где политические решения рушат рынки быстрее, чем цунами смывает прибрежные города. И пока вы размышляете, стоит ли доверять блеску слитков, за стенами форта Нокс разворачивается драма. Приглашаю вас в увлекательное путешествие по современной экономике. Пристегнитесь, будет очень нервно. Кто наживается на кризисе? Пока фермеры в Айове продают землю, чтобы оплатить долги, а семьи в Техасе экономят на хлебе, в небоскребах Уолл-стрит разворачивается иная реальность. Хедж-фонды, скупившие фьючерсы на золото еще в декабре 2024 сегодня фиксируют прибыль в 200%. Goldman Sachs, JP Morgan и другие гиганты, словно алхимики нового времени, превращают бумажные контракты в золотые горы. Но главный бенефициар этого хаоса не они. По данным Reuters, тарифы Трампа принесли в казну 30,5 миллиарда долларов всего за квартал. Это не защита экономики, это перераспределение богатства в пользу избранных, заявляют критики. Пока сталелитейные заводы в Пенсильвании закрываются, а китайские фабрики увольняют тысячи рабочих, крупные банки скупают физическое золото через LBMA, оставляя мелких инвесторов с бумажными обещаниями. Вы думаете, это совпадение? В 2023-м Goldman Sachs прогнозировал цену золота в $2700. Сегодня их аналитики осторожно говорят о 3000, но шепотом признают, реальность превзойдет все ожидания. А тем временем хедж-фонды уже готовят новые схемы. Их игра проста. Купить дешево, создать ажиотаж, продать дорого. Но что будет, когда музыка остановится? Цифры, которые пугают. Цифры февраля 2025 это не статистика. Это предсмертный крик экономики, который эхом разносится от Лондона до Шанхая. Золото, достигшее отметки в $2954 за унцию, лишь первый акт драмы. Long Forecast предрекает, к декабрю цена взлетит до $3106. Goldman Sachs, всегда сдержанный, на этот раз допускает 3000, но их отчеты напоминают медицинский диагноз. Пациент в коме. Шансы на выживание 50/50. Но золото не единственный металл, рвущийся вверх. Серебро, долгое время остававшееся в тени, готово совершить прыжок до 38. $40 за унцию. Некоторые издания называют его темной лошадкой 2025-го, а некоторые сомнительно высказываются. Это не рост, это бунт. Бунт против доллара, против инфляции, против системы, где фьючерсы на 124 унции золота торгуются против каждой реальной. За этими цифрами судьбы миллионов. Инфляция в 2,9% съедает сбережения быстрее, чем моль шерсть. Федеральная резервная система, словно загнанная в угол, откладывает снижение ставок, но золото, вопреки всем учебникам по экономике, продолжает расти. Это не аномалия, это симптом. Симптом того, что мир стоит на краю пропасти, а золото — единственный мост через нее. Но сколько весит этот мост? И выдержит ли он, когда на него одновременно ступят те, кто верит в блеск металла, и те, кто ищет правду в тени Форта Нокс? Форт Нокс — крепость или мираж? 147,3 миллиона унций золота. Цифра, которая звучит как легенда. Это больше, чем половина всех резервов США, спрятанных за стенами толщиной в 3 фута в сердце Кентукки. Но история Форта Нокс — это история вопросов без ответов. Последний полный аудит проводился здесь в 50-х годах, когда мир еще верил в неприкосновенность золотого стандарта. С тех пор лишь частичные проверки. Даже Илон Маск пишет в X: кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт Нокса? Может, оно там, а может, нет.
Золото принадлежит американской общественности. Мы хотим знать, что оно все еще там. Администрация Трампа тоже настроена серьезно. Мы проверим каждую унцию, это заявляет президент. Но министр финансов Скотт Бессент парирует: золото на месте. Ежегодные аудиты подтверждают это. В 40-х здесь хранили Конституцию США, сегодня символ сомнений. Если за стальными дверями пустота, это крах не только рынка, но и доверие к самой идее резервов. А если золото на месте? Почему его боятся показать? Тайный механизм рынка. Бумажное золото против реального. Пока все говорят о золоте, его младшие братья готовят сюрприз. Серебро, достигшее $38 за унцию, не просто металл, это гибрид, убежище для инвесторов и жизненный компонент для солнечных панелей, микрочипов и медицинского оборудования. The Jerusalem Post прогнозирует: к концу 2025 года серебро может взлететь до $40, обогнав золото в процентном росте. Платина, хоть и отстает, тоже не сдается. По данным Всемирного банка, ее цена держится на уровне $1200 за унцию, поддерживаясь спросом автопрома. Но здесь кроется парадокс. Электромобили, убивающие бензиновые двигатели, снижают потребность в платине для катализаторов. Почему же она растет? Ответ в том же страхе, что гонит инвесторов к золоту. Когда доллар слабеет, а геополитика раскалывает рынки, даже промышленные металлы становятся ставкой в азартной игре. Но главный козырь серебра – его доступность. За те же $3000 вы купите почти 80 унций серебра против 1 унции золота. Для миллионов в Индии, Китае и Бразилии это единственный способ спастись от инфляции. И пока аналитики спорят, тихое восстание серебра может переписать правила рынка. Как кризис ударит по Европе и Азии? Тарифы Трампа – это камень, брошенный в океан мировой экономики. Волны уже накрыли Германию, где экспорт автомобилей в США упал на 17%, и Китай, где 9,2% безработных бьют рекорды с 2020-го. Но настоящий ад начинается там, где золото не инвестиция, а вопрос выживания. В Индии, где каждая свадьба требует килограмм золота, цена за унцию превысила 250 тысяч рупий. Люди закладывают дома, чтобы купить хоть 10 грамм. В ОАЭ, где золотые базары, часть культуры, поставки из Лондона задерживаются на месяц, слитки предательски кончаются. Даже в Африке, где добывают треть мирового золота, правительства вводят запреты на экспорт, пытаясь удержать металл внутри. Но самый мрачный сценарий разыгрывается в США. TD Securities предупреждает: рост цен на бензин на 40% и хлеб на треть ударит по семьям, которые уже экономят на лекарствах. Золото для них это абстракция. Их спасение – банки продовольствия, а не слитки. Но когда кризис достигнет пика, именно эти люди первыми ринутся в ломбарды, менять фамильные кольца на еду. А что будете делать вы? Тихий бунт. Центробанки скупают золото. Пока рядовые инвесторы спорят о будущем рынка, центральные банки действуют молниеносно. Китай, словно дракон, жадно наращивает резервы. 200 тонн золота за квартал. Россия, несмотря на санкции, копит 2300 тонн, превращая золото в политический щит. Даже ФРС, публично отрицая свою причастность, тайно пополняет хранилище. По данным Bloomberg, за последние 6 месяцев Центробанки мира скупили рекордные 500 тонн металла. Этого хватило бы, чтобы заполнить 20 грузовых самолетов. Но это не инвестиция, это подготовка к войне. Войне, где доллар рухнет, юань и рубль превратятся в пыль, а золото станет единственной валютой, которая переживет хаос. Турция, увеличившая резервы на 15%, и Казахстан, накопивший 8% от своего ВВП в слитках, лишь первые ласточки. Кто владеет золотом, тот диктует правила. Но если центробанки заберут весь металл, что останется обычным людям? Ответ жесток. Цифры на экране брокерских приложений и пустые полки в ломбардах, где когда-то принимали фамильные драгоценности. А тем временем в Швейцарии, где хранится треть мирового золота, слитки уже маркируют QR-кодами, чтобы отслеживать каждую унцию. Но даже это не остановит панику, когда LBMA объявит о дефиците. Вы все еще верите, что система работает для вас? AFP-свопы. Бомба замедленного действия. AFP-свопы, это невидимые нити, связывающие два мира. Бумажное золото COMEX и физическое LBMA. Они позволяют банкам обменивать фьючерсы на реальные слитки, поддерживая иллюзию, что цифры на экране имеют ценность. Но сегодня эти нити рвутся. Разрыв между ценами COMEX и LBMA достиг $46 за унцию. Максимума за последние 50 лет. Причина? Тарифы Трампа как ножницы режут саму идею глобального рынка. Если золото признают товаром, а не валютой, свопы станут убыточными. COMEX
предчувствуя катастрофу, накопил резервы на 82 миллиарда долларов. Но Лондон пустеет. Поставки затягиваются на 4 недели, банки требуют залоги в 3 раза выше, а трейдеры в панике скупают слитки через подпольные каналы. Это не технический сбой, это агония системы. Один шаг Трампа, повышение тарифов до 30%, и мост между бумагой и металлом рухнет. Тогда фьючерсы превратятся в мусор, а физическое золото взлетит до $5000 за унцию. Вы готовы к тому, что ваши инвестиции станут цифровым призраком? Золотые ETF – ловушка для инвесторов. 97% золота крупнейшего ETF, SPDR Gold Shares, лежит в лондонских хранилищах. Вы покупаете акции, думая, что владеете металлом. Но это ложь. Ваши акции – это обещание, что LBMA выдаст слитки по первому требованию. А что, если Лондон не сможет выполнить обязательства? В январе 2025 поставки замедлились до 4 недель. Управляющие GLD начали скупать слитки через черный рынок, переплачивая 40%. Но даже это не спасает. А что если GLD – это пирамида, где новые инвесторы платят за выход старых? А тем временем в Индии, где ETF запрещены, люди штурмуют ювелирные магазины. В Китае власти арестовывают брокеров, продающих золотые сертификаты без слитков. И только западные инвесторы верят, что цифры в приложении – это реальность. Но когда LBMA объявит о дефиците, акции GLD превратятся в пыль. Вы уверены, что ваши золотые инвестиции не мыльный пузырь? Будущее, 2 мира, 2 золота. Мир, где цена золота определяется не биржами, а криком отчаяния инвесторов, уже стучится в дверь. Если COMEX и LBMA рухнут под грузом тарифов и дефицита, новые центры силы, Шанхай и Цюрих, перепишут правила. В Китае уже тестируют золотой юань, обеспеченный слитками в хранилищах Народного банка. В Швейцарии частные банки предлагают прямые поставки металла через блокчейн-платформы, где каждая унция подтверждается цифровым сертификатом. По прогнозам Bullion Vault, премия за физическое золото достигнет 50%, создав 2 класса инвесторов. Тех, кто держит слитки в сейфах, и тех, кто довольствуется цифрами на экране. Это не рынок, это джунгли, где выживает хитрейший. Даже Сбербанк запустил пилотный проект цифрового золота, но скептики пишут, а где гарантии, что за токенами стоит металл? Но главный вопрос не в технологиях. Что будет, когда Уолл-стрит потеряет контроль над ценообразованием? Когда частные сделки в Дубае или Сингапуре станут эталоном? Ответа нет. Есть только факт. Пока COMEX торгует фьючерсами на 124 унции против каждой реальной, умные деньги уже скупают слитки через подпольные каналы. Вы готовы платить вдвое больше за металл, который когда-то считался страховкой для всех? В 2008 золото выросло на 150%, став спасательным кругом для тех, кто не поверил в вечный рост акций. Сейчас история повторяется, но ставки выше. Цена уже преодолела $3000 за унцию, и эксперты советуют действовать немедленно. Стратегия проста. 20% портфеля. Физическое золото, слитки и монеты 30%. В акции компаний вроде Barrick Gold или Newmont, которые добывают металл даже в условиях кризиса. Остальное в ликвидные активы, доллары, евро, землю. Но даже это не гарантия. Доверяй, но проверяй, говорят те, кто помнит крах 2020-го, когда ETF рухнули за ночь. Но что делать, если вы не миллионер? В Индии фермеры скупают серебряные украшения. Дешевле золота, но все лучше, чем бумажные рупии. В Бразилии семьи вкладываются в платину, надеясь на рост спроса от автопрома. А в США ломбарды предлагают золотые рассрочки, плати помесячно, получи слиток через год. Риск колоссальный, но когда инфляция пожирает 10% сбережений в год, выбор между риском и гарантированным крахом – иллюзия. Заключение. Игра без правил. Золото – это не металл. Это зеркало, в котором отражаются страх перед завтрашним днем, ненависть к политикам, обманувшим доверие и жадность тех, кто наживается на чужой панике. Февраль 2025 ставит мир перед выбором: верить ли цифрам на экране, где фьючерсы COMEX рисуют иллюзию стабильности, или искать правду за стенами Форта Нокс, где, возможно, хранится лишь пыль. Администрация Трампа, LBMA, Центробанки – все они актеры в спектакле, где ваши сбережения – разменная монета. Но пока слитки блестят в хранилищах Цюриха, а цена продолжает расти, остается один вопрос. Что вы выберете: слепо довериться системе, которая уже предала вас в 2020-м? Или схватиться за горсть золота, зная, что завтра оно может стать единственной правдой в мире лжи? История не дает ответов. Она лишь учит: держи глаза открытыми. Потому что когда рухнет последний мост между бумагой и реальностью, только те, кто держал металл в руках, смогут сказать: «Я был готов, а вы?»